Здравствуйте еще раз. Тема моего сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге, самого создания в управлении. В данной теме, где показываем именно элемент самого создания, прежде всего надо уделить внимание тому, что, так же, как делает Бог, Он в каждом действии самого создается, в том числе, то здесь нужно разделять структуру темы на две части. То есть первичная часть звуковая, информационная, например, да, или же тема действия, так скажем. И вторая часть, что происходит реально в структуре управления на уровне макросвязи. Поэтому, если разделить слово, предположим, самого создания на две части, но разделить его неопределенно, не в одном месте каком-то там, не после какой-то определенной буквы, условно назначив там звук разделения, то мы получаем, например, в едином слове управления сразу же элемент как бы одновременного действия, как действие словом, так и действие за счет разделения там, звуковой формы, словесной формы. То есть макродействие мы вводим в управление как внешнее действие, как некое действие внешнего порядка. Да? Например, если линейное слово произнесенное, есть произнесенное там, через какой-то раздел, звуковой акцент и так далее. Получается, вот некое добавление внешней величины – это есть элемент как бы следующего и одновременного действия. То есть получается, что чтобы какой-то элемент организовать в управлении, именно внешний, где, как некая, скажем, тренинговая система, происходит элемент самого создания, нужно создать обязательно внешнюю точку восприятия, так скажем, да? И поэтому для Бога элемент самого создания – это элемент восприятия собственных действий за счет внутреннего, что ли, посыла вопроса или информации. То же самое, в принципе, идентично для человека. Человек воспринимает как бы внешнюю реальность таким образом, что он все-таки сначала задает себе вопрос, например, по сути внешней информации, и получает ответ. То есть он все-таки посыл делает от себя. Да? То есть точка известна с точки зрения точки посыла. Поэтому, когда мы говорим о элементе именно самого создания, нужно прежде всего определить точку местонахождения фактически области, где происходит самого создания. И с точки зрения элементов неумирания достаточно важным является то, что для того, чтобы человек именно в технологии неумирания, например, реализовывал действие, он должен как через некий тренинг проходить систему возможных, скажем, проблем, связанных с понятием ограничения информации, да, в этом мире. То есть получается, что задача неумирания решается именно задачей некого тренингового аппарата, который настолько гибок, что любая информация, она становится уже не проблемной для какой-то личности, например, да, любая внешняя информация. Тогда получается, что человек должен уметь себя самого создавать в любой точке управления фактически. И тогда возникает вопрос, как происходит вообще технология вот этого самого создания, самоорганизации в том числе, да, самоуправления в структуре управления, в общем-то, любой задачей. Потому что задача управления, она всегда сохраняется, и при этом нам нужно еще уметь систему самого создания реализовывать как систему универсальности наших действий. То есть мы в этом случае уже гарантируем фактически то, что никакая информация не сможет сменить пролонгирующего действия управления, потому что в самом управлении часто имеет значение длительность действия, некая концентрация на каких-то конкретных ситуациях, там, задачах, целях, и поэтому получается, чтобы выдерживать цель управления, человеку иногда приходится находиться в условиях, когда он больше работает на скорости по цели управления, но меньше занимается как бы внешней атрибутикой, да, контролем за своей информацией и так далее. Поэтому получается, что самый простой вариант контроля и достижения цели – это уметь самовоссоздаваться в точке управления или там до точки управления. Поэтому, в принципе, здесь вот задача, она достаточно, гибкая в плане понимания сама задача, что нужно, с одной стороны, сама гибкость обусловлена тем, что нужно это для того, чтобы выполнить цель управления, а с другой стороны, как технология вечного развития, как технология, в общем, достаточно специфическая, такая как технология неумирания, это очень
удобно с точки зрения того, что когда человек натренирован в этой области управления, то для него контроль за внешней областью информации становится уже, может быть, не всегда существенным элементом. Потому что когда он начинает контролировать элемент собственного самосоздания, то вся внешняя информация становится нейтральной, с точки зрения отрицательных аспектов возможных воздействий на человека. Поэтому получается, что вот в процессе самоорганизации, так скажем, самого создания, важно отслеживать именно концепцию задачи выполнения цели, в первую очередь, все-таки. То есть иногда на 90%, или там бывает до 100%, если это макроспасение, задача выполнения цели макроспасения, она является основной. То есть умение воспринять систему вот этой информации, которая называется макроспасением, да, макрорегулированием или там структурой вечного развития, в структуре именно самого создания часто является основным элементом в управлении. Поэтому получается, что здесь важно определить все атрибуты личности, которые существуют в момент самого создания. То есть сам процесс самого создания, он регламентируется тем, что человек находится в определенной позиции, да, в определенных обстоятельствах, либо он находится в совершенно спокойной ситуации там, с точки зрения здоровья, управления, но элемент самосоздания, как технологический элемент, он использует в плане достижения вот этой тренинговой некой сноровки, так скажем, которая позволяет ему в сложных ситуациях просто самовоссоздаться, например, и при этом не контролировать внешнюю информацию, которая, как бы, возможно, проблемная при других условиях. Если он может самосоздаваться, то, в принципе, ему какая-то информация, как я сказал, в других условиях, которая может быть проблемой, для него она не опасна, не проблемна, и он тогда просто тренируется, да, в спокойных условиях. Это одна постановка задачи. Другая постановка задачи, когда человек реально попадает в ситуацию, скажем, в силу обстоятельств, так можно, если назвать, что он вынужден использовать эту технологию как иногда единственно возможно в его ситуации, потому что он вынужден делать управление по задаче, а система реструктуризации достаточно высокая, он должен обязательно самовоссоздаваться, чтобы пройти как бы некую нишу в управлении, сохранив при этом основные параметры управления. Да? То есть практическая ситуация, это норма здоровья, значит, должна быть как минимум, и целостность социальных условий, то есть норма всех периферических условий управления. Поэтому получается, что в этих условиях он идет по одному как бы линейному варианту, у него другого варианта просто часто не бывает. И, например, там, пилот, который находится в экстремальных условиях, и происходит некое движение самолета, когда он вынужден в этом движении вытянуть и управление самолетом, да, и одновременно решить задачи. То есть получается, что выбора нет, он вынужден элемент самосознания применить как единственно возможный элемент, как элемент, который обеспечивает структуру как бы его собственной жизни, получается. Да? И получается, что тогда здесь практика, она следующая, что в этом случае управление берется, когда именно единственный вариант, как управление внешнее и внутреннее одновременно, то есть внутренняя атрибутика, потребности души, они имеют только одну конфигурацию развития, как растет кристалл своеобразно, то есть видно прям, что раскрывается структура единственного варианта, достаточно жесткого. Душа приобретает жесткие свойства, как свойства жесткого кристалла в структуре мироздания. И получается, что мы должны, воспринимая импульсы жесткого как бы плана души в информации, да, так скажем, видеть, как происходит отражение от структуры души, некий рост света, да, от структуры души, и этот свет надо усилием воли пролонгировать структуру будущих событий. Структуру будущих событий нужно помнить. Здесь технология, она достаточно простая и должна быть совершенно однозначная. Мы держим структуру будущих событий в памяти. То есть память существует как автономная единица управления вот здесь. Потому что в структуре самого создания матрицей как бы управления является желание и память человека о том, что он должен, например, быть там здоровым, выполнить задачу и так далее. И на структуре жесткой памяти держится управление. То есть память приобретает свойства и функции такие же, какие носит душа человека. То есть фактически это, по сути, память души, но в будущем, да? Вот, в общем-то, формальное выражение. Хотя на самом деле это, если проследить процесс последовательно, это душа развивается в будущее, где она и находится, как правило, при создании изначально мира вообще.
душа сначала ставилась в структуру будущего развития, потом создавался периферический мир настоящего. То есть настоящее – это более периферическая структура, чем будущее в данном плане управления. То есть получается, что фундаментальный корень управления находится в будущем, но в проникновенных, что ли, сутях или сущностях, да, развития информации о душе, ясно, что будущее раскрывает как более глубокую причину текущего времени. То есть будущее более концентрировано в этом плане. Хотя в логическом плане как бы наоборот, то есть дальше информация становится более периферической, но с точки зрения логики познания текущая ситуация считается наоборот периферической с точки зрения как фундаментальных процессов мироздания. А если мы развиваемся в структуру будущего мира непрерывно по задачам Бога, а основное количество людей все равно так в скором времени будет развиваться, то получается концентрация как раз-таки идущая к Богу, она ведь концентрирует мир. Значит, чем дальше от развития в сторону развития божественного плана управления, тем более периферический мир. Да? Значит, получается, что мы в данном случае должны видеть вот это макросвечение. То есть память, тело человека, задачи человека должны воспринимать. Задача существует как автономная система в этом случае. Личность человека не разделяется от задач. И тогда процесс самосознания целостный. Да? То есть задача определяет часто весь план создания самого человека. Например, Бог, который создал мир, ему было достаточно одной задачи, которая, может быть, вначале не была определена как задача целостная. Достаточно было создать одного человека, да, следующего. Тогда мир вокруг организовался. И получается, что задача определила, там, например, вечность развития мироздания. Значит, выделение следующей задачи – это есть часто основной атрибут самого создания. То есть умение сконфигурировать задачу в структуре определенных условий. Например, там, наличие физического тела здорового, наличие значит, нормы каких-то условий, здоровья, там, нормы социальных событий и так далее. А при этом в этом аспекте управления очень важным является все время держать управление по определенному кругу, который нужно, в принципе, знать, или он осуществляется как круг вполне сложившийся, да, это вот задачи помощи людям, каким-то, которых вы знаете, или там всем людям. И вот эти задачи должны быть как задачи, которые должны все равно выполняться. То есть в условиях самого сознания речь идет не только о самой личности человека, и, как правило, происходит самосознание гораздо быстрее, да, если человек с точки зрения помощи другим людям задачи не преуменьшает. То есть, хотя основная концентрация иногда такова, что он работает над своей информацией, но тем не менее, как только есть малейшая возможность выйти в макроуправление, а как правило самосознание это есть все-таки макроуправление в основном, то здесь получается, что он должен обязательно задачу держать. Именно задача помощи другим людям. И получается, что когда речь идет о помощи, например, вот Бог, который там делает управление, осуществляет помощь, регулирует мироздание, он в условиях самого создания имеет нишу спокойного какого-то развития, да, устойчивого плана управления или там самовосприятия, когда его помощь принята. То есть следующим уровнем самого создания является то, что вы отслеживаете, что вы помощь, которую вы осуществили, фактически вы поставили цель управления какую-то, значит, где вы помогаете людям, и эта цель исполнена. То есть в условиях, получается, самосоздания вы должны видеть, что от вашего действия получена реальная помощь, или, по крайней мере, вы сделали действие и знаете, что это действие не пропало там где-то, да, в информации, от него будет получена помощь где-нибудь, или вы доведете до этой помощи. То есть умение привести любой импульс до исполнения с точки зрения там, вечности, вечного развития. И получается, именно элемент вечности мы получаем уже после того, как вы предоставили кому-то помощь, сделали управление и получили еще результат. То есть в этой технологии мы получаем вообще следующим звеном, отдаленным получается, да, именно элементы вечного развития. И вот если задуматься, почему так делается, то можно увидеть, что душа, которая определяет, например, путь человека, да, там, скажем, в истине мироздания, она здесь в данном случае приобретает свойства физического тела человека.
И тогда получается, что ведь в свойствах тела понятие помощи или там, понятие передачи некой информации, которая полезна для жизни, для развития, это информация первой необходимости. То есть в этом плане тело человека устроено так на уровне там, самого создания, что информация, которая принимается внутрь как бы, да, тела, то есть дальнейшая жизнь, бесконечная жизнь тела, и при этом во внешнюю часть она одна и та же. То есть душа приобретает свойства как бы разума человека. И тогда получается, тогда понятно, почему часто люди, там, например, там, задаются вопросом, ну, в детстве особенно, да, например, где находится душа, и вот если ее найти, в детстве почему это четко, кстати, мнение не определено у детей, потому что они видят больше разумную, именно как бы всеразумную сущность души, что душа это и есть разум как бы и восприятие, и действие. И получается, что здесь вот душа имеет контуры тела и имеет, в общем, даже уровень вибрации человеческого тела. Тогда получается, что мы для того, чтобы самосознание было таким, что оно проходило бы в наиболее оптимальное время, да, скажем, а у нас существует только один вариант, мы можем самовоссоздаваться в любом случае точно. То есть мы не можем, например, здесь допускать ошибок и так далее. И ошибка здесь невозможна вот, в условиях управления, любого причем. Получается, что вопрос только во времени стоит. То есть вот здесь вот надо очень четко исключать фазу там, такого типа, что может получиться, а может там, получится позже. Вот здесь вот как раз-таки получиться может только один раз и точно. Да? Мы совершенно четко из управления исключаем задачу какую-то третью, например, там, так как не получиться не может в этом управлении, это надо очень четко сформулировать и иметь в качестве, в общем-то, ну, как бы некого абсолютного постулата, что здесь нужно только лишь задумываться о внешних системах, на что среагировать. То есть следующий уровень самого создания – это умение так расположить концентрацию управления, чтобы определять уровень реакции, да, вот, в каждый момент на что реагировать. То есть, проще говоря, себе нужно находить работу внешнюю не по отношению к уровню самого создания как таковому, да, а нужно просто определять, зная, что само сознание все равно осуществится, определять уровень, что нужно делать для этого. Это вот здесь вот возникает элемент как бы выделения фазы коллективного сознания, связанного с тем, что все, что в коллективном сознании содержит какие-то элементы реальности, и вот выделение фазы, где в коллективном сознании известны, например, да, ситуации, связанные с системой, например, там, бесконечного развития, можно на этой платформе работать, а можно, в принципе, просто логически запомнить, что надо просто-навсего искать ближайшие системы управления и уметь эти системы реализовывать. То есть не обязательно, причем дальше уже их точно реализовывать, достаточно просто их выделить в информации и сделать управление по реализации. Их можно не отслеживать, потому что реализация их тогда все равно произойдет, потому что самого создания все равно происходит. Это как бы абсолютно понятно. И вот, кстати, это мощный механизм управления с точки зрения быстроты управления. Синхронизация управляющего уровня по внешней информации с уровнем самого создания. Тогда получается, что за счет аналогии процессов нам не надо отслеживать, что будет дальше с системой, да, целью управления. Достаточно только ввести импульс и засветить эти две системы, ну, как в одном пространстве восприятия. Получается, что дальше все равно реализуется управление. И за счет этого можно увеличивать скорость управления достаточно намного, значит, и в принципе довести до скорости там, равной бесконечности или там, больше, как можно ее назвать. Это как угодно, главное, что вы понимаете, что вы все равно процесс опережаете, что вся внешняя реальность, ну, некий процесс там, управления, который может как-то, может быть, видоизменить, да, скорость вашего управления. Вам здесь понятно, что вы все равно достигаете вот этого стратегического, что ли, уровня управления, где всегда реализовывается система вашего вечного развития. То есть вы видите, что вы реализуете систему, вот эта область, она такова, что вы должны ее воспринимать. То есть совершенно понятно, что существует область будущих
систем вашего развития, вам нужно четко увидеть, что это действительно так, то есть уметь хотя бы логически это понимать. И тогда получается, что вы, ну, как неким там уровнем, что ли, пересечения, да, или как некий уровень взаимодействия с точкой совершенно определенной, вы начинаете фиксировать будущее как система логического плана фиксируется, так и будущее фиксируется в плане вот именно логики вашего мышления. То есть вы элемент самого создания завязываете на логику своего мышления. И вот когда вы уже завязали на логику мышления, все, значит, вы само создание провели. То есть структура логических систем в этом мире – это система фиксации обязательности самосоздания и достижения этого элемента. Вот у Бога, например, так организовывается логика, да, в процессе его мышления. Если вот задуматься над тем, как Бог организовывает все процессы мира, как он вообще логически мыслит, да, с точки зрения человеческого мышления. Так много процессов, как их логически можно осознать. Так вот, обратный импульс с точки зрения самосоздания этих процессов, включая то, что человек или там, например, любой другой элемент, который реагирует на элемент самосоздания Бога, он каким-то образом еще этот процесс понимает, это есть некая такая, ну что ли, периферическая или иррациональная логика в действии Бога. Но сама логика, она у Бога не иррациональна, она совершенно логична даже с точки зрения человека. Поэтому человек может изучать явления природы каким-то образом. Тогда получается, что логика Бога там пересекается, скажем так, с логикой человека в том плане, где самосоздание – это один истинный элемент будущего развития. Если человек научился самосоздаваться, у него вообще, получается, нет проблем. И если уже мы как бы начинаем этот процесс ну, фактически выводить на уровень тренинговых систем, то получается, что элемент самосоздания с точки зрения там, распределения информации по другим системам, он таков, что человек может тренироваться, скажем, или делать управление на каких-то элементах реальности, создавая элемент их пролонгированного там, вечного развития за счет самосоздания этих систем, то есть передавая информацию им. Например, вот структура вечности Бога, она состоит еще и в том, да, в понимании человека, что Бог передает информацию вечного развития, и при этом, так как Он передал информацию, то Он и вечен еще и поэтому. Он просто модулирует информацию, передает, поэтому Он и вечен, раз у него такая информация есть. Да? Вокруг Бога складывается уровень коллективного сознания, где информация существует. Если человек начинает задумываться о вечности развития мира, мироздания, то, получается, он эту информацию передает и получает в ответ как бы структуру вечного развития, но уже свою личную структуру. Потому что здесь каждый элемент, который вечно развивается, он в принципе имеет ну, некую систему собственных знаний, что ли, собственный путь развития. Если передать там, всем явлениям мира ну, как бы знания или там, желания вечного развития, то они откликнутся тем же, и у человека уже готова дорога вечного развития. То есть элемент самого создания, самоорганизации, он складывается за счет пожелания там, вечного развития, да, всему окружающему миру, получается. Ну, в таком, что ли, приближенном понимании. И тогда получается, что элементом, в данном случае, самого создания в точке, где, или там, в области, где пересекается, значит, мнение Бога и человека по этому вопросу, то есть Бог делает также, передает знания вечного развития, и человек. А вот передать знания, это совершенно действие, в общем-то, совершенно универсальное, потому что как оно делается, не суть важно, но есть некая там молекула, Бог дает какие-то данные по вечному развитию, сведения, так скажем, да, этой молекулы, а человек может взять и передать свои знания. То есть он волен сделать, да, данное действие. Здесь мы как раз упираемся в очень существенный факт, который, кстати, гарантирует вечное развитие человеку, что он может просто аналогично передавать в нужные точки знания о вечном развитии. И вот если он выбирает эти точки, ну, как бы более, что ли, точно, он тогда быстрее эту технологию может раздать большему количеству людей, тогда он быстрее ее осваивает сам. Вот здесь вот элемент осваивания данной технологии связан очень плотно с тем, как делают люди то же самое. Потому что так же, как вот делает человек, который это делает, да, учится
такому управлению, а там понятие обучения часто условно, это есть уже действие. Здесь вот в элементе самосоздания мы же экспериментировать не можем, мы можем только самовоссоздаваться, например, в действии и все. То есть там нет возможности научиться, мы должны именно как бы в простом понимании научиться. Там есть возможность сделать, да? Вот понятие научиться часто исключено там, в понятии именно обучения, что ли. Там обязательность действия и обучения, то есть знание, вот это вот некое дельта знания, которое является обучающим фактором, она находится в очень близком уровне к действию, да? Мы, воспринимая эту структуру знаний, совершаем действие. То есть по отношению и к знаниям, и к действиям у нас есть некое внешнее управление. И во внешнее управление очень плотно, иногда однозначно совершенно присутствует Бог, то есть действие Бога. Тогда получается в геометрическом, что ли, понимании очень простой элемент в световой конструкции этого управления. Внешнее управление, которое совпадает с действием Бога по вечному развитию. Дальше идет элемент знания, элемент развития. Единственное, чтобы у них скорость развития была одинакова в точку управления. То есть мы берем знание о том, что нужно сделать, и само действие, и с одинаковой скоростью двигаем в точку управления. Значит, нам сами знания, получается, они не очень нужны. Нам главное сохранить скорость одновременности в действии. Потому что человек, в принципе, то, что мы делаем, это уже знанием считается, но и является, да, по сути, знанием, причем таким эффективным, которое не требует детализации в управлении. Дело в том, что в самовоссоздании очень большой процент управления часто выносит на светооптику или на понимание процесса. И поэтому здесь главное работать с явлениями, которые вы понимаете в этот момент. Если детализироваться и уходить там, в систему расшифровки событий, это, конечно, нужно, когда есть время, но часто человеку нужно сделать это экстремально, быстро, если у него там какие-то сложные процессы, связанные, бывают там какие-то у людей сложности, что ли, в управлении, вообще в ситуации, когда требуется мгновенное действие. Тогда, получается, мы не можем себе позволить там что-то изучать и так далее. Нам надо просто сделать, да? И, значит, получается, что вот эти две светооптические системы, отражаясь на структуру всей реальности, вот здесь очень важно видеть действие и знание, или вообще как осуществить действие, вообще вся информация про действие, когда эти две области начинают отражать в выпуклой сфере и получить, на всю реальность, то должно получиться человеческое тело. То есть мы пришли к тому, что в оптическом выражении совмещение с линией действия Бога, со взглядом Бога, да, вообще говоря, с концентрированным действием Бога. И, кстати, в этой области это действие сразу находится. В системе самосоздания вот эта область сразу видна. То есть где линия Бога, где его разум, действие, да. Мы просто налагаем управление синхронно или прямо в этой же области проходим, потому что если действует Бог, значит мы тем более там можем пройти. Значит, мы проходим в этой же области и получаем фактически скорость, которая, если ее двигать дальше, там же снова Бог. То есть фактически мы с точки зрения Бога никуда не двигаем, мы только Ему передаем информацию. То есть цель у нас где-то геометрически здесь находится, а реально мы увеличиваем скорость по передаче информации Богу, какой-то одной информации. Тогда получается, что за эта информация? Да? Вот, логически, если задуматься, это как раз-таки информация, которая означает, что вы вместе с Богом организовываете свое собственное сознание. То есть это получается очень плотная, некая такая даже творческая в каком-то смысле работа с Богом по собственной самоорганизации. И когда вы начинаете видеть, что процесс у вас как бы пошел, двигается, вы начинаете эту самоорганизацию так, что вы получили контуры своего управления, определили структуру личности, да, заложили структуру собственной реакции, то здесь часто нужно все элементы собственной реакции строить как бы заново. То есть, как, например, строится восприятие человека, тело человека, то есть все элементы на каком-то уровне, когда пошла синхронизация с действием Бога, вы можете построить заново, то есть всю систему собственного организма, всю систему собственной реакции, например, определить задачи управления, под задачу построить собственную структуру сознания, значит, построить структуру развития собственной души, например, да, и так далее.
И когда вы начинаете структуру личности, ну, фактически как бы собирать, да, с информацией, то здесь уже матрица некой, да, то есть некой такой, что ли, внутренней системы, вокруг чего вы собираете, на основании чего вы собираете собственную личность, здесь уже опять является решение поставленных задач. Вот если с точки зрения этого управления делать, ну что ли, следующий анализ, вот, с каких соображений вообще Бог вечный? То есть почему Он все время, там, вечное количество лет существует, да? Значит, а потому что у него есть задачи, которые он постоянно решает. Вот, логический ответ. Если вот абстрагироваться от внутренних мотивов изучения этого явления вечности Бога, то получается, раз есть задача, вот он мироздание создал, он должен же быть вечный тогда. То есть куда он денется, да, получается, мироздание есть, нет уже точки, где оно не существует. Теоретически можно свернуть какую-то там галактику из-за какого-то нейтрального вещества, но а что дальше? Мир все время вытесняет Бога к самому себе, да, получается. И вот ему в какой-то момент там пришлось один раз создаться, и все. И этот мир требует то, что он должен постоянно теперь присутствовать. И как бы вот эта вот взаимосвязь управления, где человек начинает понимать структуру внутреннего какого-то вот механизма развития собственного организма, приводит к тому, что он видит связь каждой микрочастицы организма со всеми явлениями и с каждым локальным явлением мира. То есть он начинает понимать, что органическая сущность его бытия очень прочно связана как бы с макроявлениями мира, и тогда получается, что его организм получается тогда действительно абсолютно устойчив. Он связан с каждым элементом как бы макромироздания, а если какая-то там проблема и существует у человека, то она все равно не достигает всех элементов его внутренней реакции. Ну, например, там какая-то сложная проблема у человека, но тогда проблема – это ряд каких-то конкретных ситуаций. А человек воспринимает мир по-другому, он может взять и переключить внимание. Тогда все аспекты, которые направлены там, против него, например, да, они теряют силу практически. То есть единственное переключение внимания, и человек уже находится в фазе безопасного развития, получается. Потому что он воспринимает какую-то макросистему, его душа как бы органически переводит систему в себя, то есть напоминает это действие, в общем-то, такой некий на уровне, что ли, чувственных ощущений элемент, что есть некая информация, налипшая на структуру внешнего мира, он потихоньку ее отлипает и себя собирает. То есть берет эту информацию, как бы втягивает путем именно отлипания, причем там на звуки слышны элементы, вот на скрытом звуке, как элементы, которые характерны, если там что-то липкое пристало к какому-то элементу, и вот идет некое там отлипание, некие щелчки, там, напоминающие отлипание резины некой. То есть здесь вот надо учитывать, что в структуре, почему это так слышно, потому что мы имеем распространение информации, да, фазы сознания человека как системы, которая пересекается плотно со всем миром. Вот как осознать глобальную систему внешней, что ли, информации? Можно просто взять и прилепить элемент сознания, и он там будет находиться какое-то время. Вот. Иначе куда его положить? Да? Надо искать пространство тогда, внешнего наблюдения. Самый простой вариант взять и прилепить, как бы, в механическом понимании. Значит, и тогда получается, как некая пленка, этот элемент сознания существует и получает эту информацию, как бы насыщается. Дальше его достаточно отлепить, и он как бы находится здесь. Да? Значит, вот в системе самосоздания часто можно пользоваться приемами совершенно, ну, как бы, такими, что ли, простыми, или там чрезвычайно простыми, которые бы помогали человеку самоорганизовываться в структуре любой информации. Почему я, упрощая до уровня там неких элементов, прилепил, например, отлепил, да? А потому что в элементах самосоздания часто приходится строить структуру личности человека от какого-то вообще любого импульса мироздания. То есть, если человек воспринял хоть какой-то импульс, он может построить свою личность сразу. А если, чтобы он построил первичный элемент, он должен работать с простейшими величинами управления тогда. И чтобы получить управление от действия, поэтому можно использовать элемент прилипания. Не обязательно только прилипание, а достаточно воспринять хоть какой-то светоуровень, какой-то уровень, например,
там, прогнозного развития, какой-то уровень задач и построить личность на любом элементе действия. Тогда получается, что так же, как делает Бог, он на любом элементе, почему Бог есть везде в действии? Потому что по элементу самого создания он так и должен построить себя вкупе, как бы зная, что происходит какое-то действие, то есть в каком-то действии. И делая, например, аналогично, можно вполне сделать управление, поставить элемент развития, получив хотя бы один импульс восприятия, а его можно просто вспомнить. Каждый человек помнит какой-то хотя бы один импульс. И тогда можно построить элемент собственной личности на любом светоуровне, на любом как бы логическом понимании мира. Ну, например, для людей, которые не воспринимают в оптических каких-то выражениях, достаточно памяти о каком-то процессе в виде слов, там, в виде какого-то действия, воспоминания, там, в виде самоощущения. Там. И на любом элементе, который захватывает структуру собственной личности, можно ее вырастить. И тогда получается, что мы имеем, после неких таких тренингов, которые лучше делать человеку по возможности самостоятельно до каких-то проблемных ситуаций, да, у него, которые могли бы быть. Потому что часто в мире происходят какие-то действия, которые нужно по некой тренинговой системе как бы пройти. То есть человек должен освоить какую-то систему знаний. Проще, когда он осваивает, например, самоосознание за счет того, что он ставит себе задачу и ее выполняет от раза к разу. Может быть, это можно делать раз в месяц или раз в день, когда ему это захочется, но он должен научиться самосоздаваться, тогда множество проблем не будет реализовано перед ним. Ведь в условиях самосоздания человек должен практически до уровня практического здоровья реализовывать какие-то действия. Это значит, это естественно считается, что, и вообще как минимум человек должен уметь преодолевать какие-то ситуации, чтобы у него не было заболевания, например. Да? Значит, затем он должен решать ситуации так, чтобы в условиях сложившихся систем как бы внешнего или внутреннего управления он должен оптимально развиваться и гармонично. То есть все фазы обычного гармоничного развития, но при условии, что человек самосоздается. И тогда получается, как только он отрабатывает эту систему достаточно активно, в виде, может быть, тренировок или некого школьного обучения, может быть, даже какого-то длительного периода, нескольких месяцев, или, например, годовой курс самого создания для начинающих, например, так я условно говорю. Если обозначить это управление таким образом, то получается, что где-то через год он должен уметь самосоздаваться, такой человек, и тогда у него множество проблем, которые бы приводили к сложности в ситуации его жизненного пути, они исчезнут, потому что он тогда преодолевает за счет просто того, что он умеет. У него есть знания по самосозданию, а фактически ведь самосоздание – это элемент самопостроения самого человека в любой точке реальности. Там, где есть, например, воздух, да, вода, условия для проживания. Если нет, то он должен тогда их построить, получается. И туда уже прийти по самосозданию, когда внешняя среда готова, значит, управление внешней средой. И исходя из этого, если мы начинаем делать управление таким образом, что мы учитываем вот эти элементы, внешних процессов, да, все мы научились, например, самосоздаваться в управлении, вот тогда дальше возникает элемент внешнего, хаотического воздействия или хаотического уровня внешнего мира, где элементы управления не определены, например. Вот обратите внимание, что в системе самосознания переходить к неопределенным элементам нужно только после того, когда вы хотя бы логически осмыслите сущность самосознания, для чего это надо. А для того, чтобы человек вечно жил, он должен уметь самый простой, кстати, вариант, уметь самосоздаваться, да, как проблемы нет, да, у человека. Значит, дальше он должен, например, рассмотреть элемент устойчивости, например, он может год учиться, освоив какую-то систему, а если у него нет возможности год учиться, он должен это сделать сейчас, сразу. В этот момент взять и самосоздаться, например. В качестве просто некой передачи информации для других людей, да, в управлении он самосоздается. Это ни в коем случае не должно затрагивать какие-то проблемы, чтобы не осуществлялись возле него, возле его физического тела. В данном случае речь идет, конечно, о
в общем-то, тренинговых системах, которые касаются как бы формы больше, может быть, звуковой формы действия, формы как бы реакции человека. То есть, когда человек ну, как бы начинает показывать, что в элементах самого создания существуют совершенно определенные простые действия, которые характерны тем, что вот он там сделанная информация самого создания, да, но он же при этом ничего нового там отличного от обычного человека не должен приобрести. Он должен быть просто обычным человеком, который обладает обычными там человеческими функциями в управлении, там физическое тело такое же, как у всех людей, так скажем, и так далее. Другое дело, когда все люди там научатся самовоссоздаваться таким образом, что они могут, может быть, в будущем, и это вполне такой процесс, может быть, достаточно быстро, например, для эволюции человечества, что какие-то специальные функции приобретают там, по типу телепортации и так далее, тогда это уже другой вопрос, но опять же нужно отслеживать, когда это все смогут уметь, да, делать. И в данном случае речь идет о том, что самосоздание в условиях, когда человек значит, это делает на информацию, у него сохраняются все функции обычного человека, он ничем не отличается, и при этом он ничего не делает такого, чтобы ну, там, проверять, что ли, эту функцию и так далее. В данном случае именно отсутствие проверки, настолько нужно развить тренинговые системы управления, чтобы понимать, что тренинг нужен для того, чтобы функция все-таки самосоздания, это как одна из функций управления все-таки все равно. Мы считаем, что в управлении все функции равны. Просто она удобна с точки зрения там, здоровья человека, например, да? С точки зрения преодоления каких-то экстремальных ситуаций, чтобы там человек не болел и так далее. То есть получается, что как функциональная система, она очень полезна, но она такова, что она для того и реализована, чтобы человек не попадал в экстремальные ситуации. То есть он не должен, значит, фактически каким-то образом приближаться к экстремальной ситуации. Чем больше он эту функцию сознательно реализовывает, тем он меньше должен приближаться к какой-то экстремальной ситуации. И исходя из этого мы получаем то, что чем быстрее вообще человек начинает этой практикой заниматься, тем, значит, у него должно быть меньше проблем на самом деле. И ведь если рассматривать мир как некую гибкую систему, там, напоминающую, ну, опять же, этот, скажем, резиновый эспандер, скажем, макропонимания или так, в условном понимании, то получается, что здесь вот эта часть, которая относится к внешнему миру, она тоже начинает входить в контакт и получать некую универсальную фазу саморазвития. То есть опыт человека передается всем внешним элементам мира, да, как бы той части мира, которая соотносится с человеком. И получается, что он в каждой следующей части находит уже более резервную для себя систему при таком развитии. И тогда у него возникает, ну, в общем-то, самый простой вопрос, как этими знаниями распорядиться. Самый простой вариант, ну, например, человек получил очень много знаний. Что он должен с ними делать? Самый простой вариант – эти знания быстрее раздать другим людям, да, получается. Даже если они очень развиты, эти люди, но если у него есть возможность, он может им передавать знания, тогда получается, что он все время находится в равновесной фазе. Вот как Бог сохраняет там свой обычный статус, например, там, человека, да, в условиях там, управления макрореальностью. А потому что он знания старается практически мгновенно передавать всем системам развития, поэтому и элементы развития возникают в мире, что сверхбыстрая передача знаний, получается, организовывает элемент мира, например, там, физическую реальность. То есть сверхконцентрация знаний перед объектом реальности создает сам объект. Значит, получается, возле каждого объекта реальности существует некий импульс, который от Бога именно происходит, и он находится где-то, ну, может быть, чуть подальше в геометрическом, что ли, выражении от объекта реальности. Значит, возле человека, естественно, есть уровень, который характеризует как бы действие самого человека. Да, откуда Бог там все знает про людей, но он просто задает управление со сверхскоростью, и это реализовывается всегда. Вот с точки зрения того, чтобы не было отрицательных процессов, человек только должен прослеживать вот это наличие этого внешнего импульса, получается, импульса внешней реальности. То есть в элементах самого создания есть элемент Богом заложенный, что человек все равно есть в системе будущего развития. Ведь
Бог дает импульс, где определена информация о нем, и эта информация носит универсальный характер. То есть, получается, Бог изначально закладывает для человека элемент его будущего развития, значит, этот элемент всегда есть. Получается, что с точки зрения самого создания, если мы начинаем анализировать систему развития человека, то у человека как раз-таки гораздо больше уровней, что ли, резервности в том, что он существует всегда, нежели там у него какие-то конечные возникают элементы развития. Если уж следовать логике Бога, то получается вот это то, что у человека происходят там проблемы, связанные с некими там системами, где есть преуменьшение вот этого параметра, да, вечного развития, вот это очень сложная ситуация в организации. То есть в этом случае нужно еще суметь так исказить систему коллективного сознания, чтобы рассмотреть человека автономно вне системы будущего импульса. И когда мы начинаем рассматривать эту систему, где происходит искажение, да, скажем так, то получается, что здесь вот уже начинается аналитика в управлении. Значит, в системе самого создания, когда мы видим гарантирующий импульс уже развития человека в будущее, который гарантирует развитие обязательное так, для каждого конкретного человека, там, лично для того, кто занимается управлением, только потом начинается аналитика с точки зрения действий внешних сил. Значит, получается, первое управление мы осуществляем в первом, что ли, плане, в первом уровне или первая волна управления, это только то, что человек делает самостоятельно, так же, как и делает Бог. Бог осуществляет управление, он делает некий импульс, который исходит из него, и он же ни с кем не советуется, он же изначально создавший мир, он же ведь имел изначальное действие, которое никак не могло с кем-либо стыковаться. То есть первичное действие Бога, оно таково, что мира-то внешнего еще не было. И то же самое должен делать человек, да, в системе самого создания. Он должен сначала проделать свою систему управления, доведя до устойчивости, например, найдя тот параметр, о котором я сказал, что действие Бога опережает текущую реальность человека, и оно всегда существует, это действие. Значит, Бог всегда закладывал изначально, что ли, и изначально заложил, что у человека всегда есть бесконечное будущее. И вот когда мы начинаем анализировать, а что происходит, что нам приходится там применять систему самого создания, например, да, почему нам приходится какие-то решать проблемы путем там, каких-то технологий реакции на мир там, или управления, то вот здесь вот возникает уже аналитика, но это уже как минимум второй, а даже часто третий уровень управления. Значит, с точки зрения Бога, все, что искажает этот уровень вечного развития, это на самом деле несущественный вариант управления, как бы контур управления. Иначе бы Бог сделал, например, первым параметром, там, например, защиту в управлении, а потом личные действия. Но вот по этой аналитике, которую сейчас я даю, это, в общем-то, можно практически рассмотреть с точки зрения того, чтобы не допустить проблем именно в развитии человека. Видно, что, прежде всего, Бог дает человеку действовать, считая как бы все остальное несущественным. И когда мы начинаем анализировать тоже из того, что Бог же действительно первый произвел импульс, даже логически, когда еще мира не было, он не мог там у кого-то спросить или там обойти какой-то интервал в управлении. С точки зрения Бога, действие фактически оно таково, что действие сделанное, действие, которое было до того, как сделано, это одно и то же. То есть Бог фактически имел возможность всегда сделать действие равнозначным. То есть у Бога всегда заложена вся картина будущих ситуаций. Вот он сделал действие по созданию мира, а чуть раньше, там, секунды или там, миллионом лет раньше, это, в общем-то, время же тогда, получается, не было. Ну, мы, например, если исходим из неких временных параметров, он это все имел, да, то есть Бог все время имеет структуру будущего развития перед собой. И вот войдя в эту систему управления, то есть делая импульс от себя, значит, и имея всю структуру будущего развития как данность, которая существует, ну, постоянно, да, то есть вы имеете структуру будущего развития, исходя из этого, управление по каким-то регулирующим уже аспектам третьих сторон занимает уже часто
настолько мало времени, что основной аспект, который и заложен Богом в вечном развитии, он воспринимается как основной элемент развития. Вот когда вы выходите на это управление, все, ваше управление становится абсолютно устойчивым. Значит, элемент самосоздания совершен с учетом там, периферических реакций каких-то там внешних сторон. Вот, и вы тогда совершенно устойчиво можете переходить к какому-то следующему действию по управлению, потому что дальше уже может быть обычное управление. Вы завершили элементы самого создания, дальше перешли на обычное там, целевое управление и все. То есть занимаетесь обычной технологией управления, хотя сам элемент самосоздания это и есть управление, но, как правило, он воспринимается как элемент, что вы вот создали свой собственный формат, создали себя фактически, воссоздали. И дальше уже делаете обычное управление, и тогда сила управления, в общем-то, еще больше увеличивается. И, в принципе, если вы через внешнее управление еще заложите через макродоступ решение, опять же, частных задач, то есть обычная уже система управления, то считайте, что вы вошли в обычное русло, и идет обычное гармоническое управление, которое, в общем-то, не отличается, да, от обычного фона управления. То есть, проведя самосоздание, вы входите в систему обычного управления и делаете, ну там, может быть, даже этим не занимается, например, да? Тогда вы уже вошли в общую фазу коллективного сознания, и у вас никаких проблем тогда действительно нет. И вот в общую фазу коллективного сознания после самого создания это и есть основной уровень устойчивости управления, который позволяет, кстати, решать ваши внутренние задачи, задачи общества, там, любые вообще задачи на совершенно гармоничном уровне.